Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина Лыкина. Вы часто спрашивали меня, где я приобрела подставки для пряжи, которые мелькают в моих мастер-классах. Они мне служат для равномерной подачи нити и чтобы она не была перекручена. Конкретно эту подставку делал мой муж из эпоксидной смолы с применением спилов разных пород деревьев. Вторую делала я также из спилов и пропитывала их лаком. Я понимаю, что не каждый из вас захочет заниматься подобным видом творчества, но у каждой из вас найдутся все эти материалы, а именно любая пряжа, это может быть шнур, трикотажная, любые остатки, которые вы будете сшивать и применять для данной моталки. Я буду использовать джут халва М, толщина нити 2 мм. Крючок для пряжи в моем случае это крючок номер 4. Шпажка, это может быть палочка от роллов, спица, шпажка для шашлыка. В общем, то, что имеет такую форму палочки и круглая, для того, чтобы она крутилась. Кроме этого, вам потребуются деревянные заготовки для корзин, треугольники 2 штучки 15 на 15 и прямоугольники тоже 2 штучки 15 на 20. Вы можете использовать абсолютно любые заготовки, взять за основу данный мастер-класс и изготовить уже свой вид клубочницы. Ну и давайте приступим к вязанию. Где приобрести необходимые материалы? Ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. В первую очередь необходимо выполнить обвязку прямоугольных заготовок, а затем соединить их между собой. Важно распределить столбики по всему периметру равномерно, чтобы не было больших просветов. Для трикотажной пряжи и шнура действует такой же принцип. У меня на канале есть серия мастер-классов о том, как выполняется обвязка. Вы можете перейти по ссылочкам в описании и ознакомиться более детально с этой информацией. Важно начинать вязание на этой заготовке с выполнения соединительных столбиков в каждое отверстие данной заготовки. И начинайте всегда, отсчитывая от левого угла, двигаясь вправо, 4 отверстия. В четвертое вводим крючок. Отмеряем ниточку около 15 сантиметров, складываем ее пополам, захватываем эту петельку, протягиваем через отверстие. Двигаемся, перемещаясь в следующее отверстие, вводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем первый соединительный столбик. Перемещаемся далее и также провязываем соединительный столбик. Довязываем по такому же принципу до конца этого ряда. Из последнего отверстия, там где еще не провязано никаких петель, я ввожу крючок и захватываю уже хвостик, который оставляла в самом начале, полностью его вытягивая. Нахожу самую первую петлю в этом ряду, ввожу под нее крючок за 2 ниточки, захватываю этот хвостик и протягиваю под ней. Теперь необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла. С обратной стороны ввожу крючок в петлю в той области, где вышла эта ниточка, и возвращаю ее сюда же. Ряд закрыт, и мы переходим на выполнение обвязки столбиками без накида. Нахожу ту точку, где завершила вязание, и смещаюсь на угол. Ввожу крючок в отверстие, захватываю рабочую нить и вытягиваю на лицевую сторону. Захват рабочей нити, провязываю подъемный столбик. Далее мы вяжем по следующей схеме. На углах мы провязываем по 4 столбика в одну точку. Ввожу крючок повторно в это же отверстие, захватываю рабочую нить, опять захват рабочей нити, провязываю второй столбик, так как первый это подъемный. Ввожу крючок повторно, захватываю рабочую нить
и провязываю третий столбик. Ввожу крючок в это же отверстие и довязываю четвертый столбик. Я угол провязала. Далее вяжу по следующей схеме, чередуя 1 одиночный столбик, 2, 1, 2 и так далее до следующего угла. Ввожу крючок в отверстие, провязываю 1 одиночный. В следующую точку я провязываю 2 столбика, провязала первый и в эту же точку провязала второй. Далее опять 1 одиночный. Если вы используете шнур или трикотажную пряжу, то там руководствуйтесь теми принципами вязания, о которых я рассказываю в обучающем видео. Довязываем до следующего угла, и здесь необходимо выполнить тоже 4 столбика, как и в этом случае. Если вы вяжете из шнура, там тоже необходимо провязать 4 столбика на угол. Если из трикотажной пряжи, то смотрите, вяжете либо 2 столбика, либо 3. Смотрите на то, как на углу располагаются эти столбики. Если их 2 мало, то провяжите 3. Вяжем самостоятельно до конца этого ряда. Ряд закрывается на последнем столбике с помощью вспомогательной ниточки того хвостика, который оставляли в самом начале. Вводим крючок в отверстие, захватываем рабочую нить, вытягиваем, отпускаем рабочую нить и переходим на вспомогательную. Захват ниточки и полностью ее протягиваем под этими петлями. Теперь необходимо проложить вот такую же петлю между последним и первым столбиком. Находим первый и второй столбик. Между ними верхняя петля. С обратной стороны под эту петельку вводим крючок, захватив 2 ниточки. Захватываем вспомогательную нить, протягиваем полностью. Теперь необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла. С обратной стороны вводим крючок под дужку, это задняя стенка от столбика, и в центр петли, откуда вышла нить. На крючке 2 ниточки. Захватываем этот хвостик и возвращаем его обратно. Подтягиваем все, и вот получилась заготовка. Необходимо на первой заготовке обрезать нити, спрятать в полотно. У меня готова такая деталь. Вяжете по такому же принципу вторую. Рабочую нить на второй детали мы не обрезаем. Переходим к соединению. Для того, чтобы объединить эти 2 детали, необходимо расположить их друг к другу лицевой стороной и провязать в этой области ряд из соединительных столбиков. Сейчас нам необходимо получить рабочую петлю в этой области. Берем заготовку, где у нас имеется рабочая ниточка, находим уголок и 4 столбика, которые мы здесь провязывали. Под второй, вот он первый, второй, под его верхнюю петлю ввожу крючок за 2 ниточки. Захватываю рабочую нить и вытягиваю. Складываю 2 детали лицевой стороной, разворачиваю, поднимаю к себе ту деталь, где у меня нет рабочей петельки, нахожу уголок. И так как будем связывать по этой стороне, необходимо также в этой области под вторую петлю, то есть где у меня располагается второй столбик, ввести крючок за 2 ниточки. Складываем обратно, захватываю рабочую петлю и протягиваю под петлей основания. Подтягиваю рабочую петлю, ввожу в нее крючок. И теперь буду провязывать соединительные столбики следующим образом. Я с этой стороны и с этой стороны, то есть с противоположной заготовки, буду захватывать вот эти верхние петельки, состоящие из 2 ниточек. Здесь вот она точка основания рабочей петли. Я перемещаюсь под следующую петлю, за 2 ниточки ввела крючок. На противоположной стороне также нахожу
следующую петельку от рабочей нити. Вот так это выглядит. Ввела крючок, захватываю рабочую нить, протянула под всеми этими петельками и провязала через рабочую петлю. Перемещаюсь в следующую точку, также на одной заготовке за петлю ввела крючок и с противоположной стороны тоже за одну петлю ввела крючок. Захват рабочей нити провязываю через все эти петли, в том числе и через рабочую. Вот такими соединительными столбиками необходимо провязывать в этой области. Вяжем самостоятельно до угла. Также посмотрите с этой стороны, где у вас располагается второй столбик, на этой стороне и на этой стороне. Провязав до конца ряда, мы обрезаем ниточку, вытягиваем и прячем этот хвостик в полотно. Выполняем обвязку на уголках в этой области. Провязываем также ряд из соединительных столбиков. В самом начале можно оставить около 10 сантиметров. Эту ниточку в дальнейшем спрячем в полотно при провязывании столбиков без накида. Двигаемся сначала до угла, а потом в этом направлении. Здесь останавливаемся. Вторым рядом необходимо провязать столбики без накида по такому же принципу, как и в прямоугольной заготовке. Для начала необходимо оформить вот этот уголок. Для этого я с этой стороны провяжу 2 столбика, провязываю первый, ввожу крючок в отверстие, провязываю второй. И на эту сторону переключаюсь, провяжу еще один. Таким образом, я сформировала 3 столбика в одну точку. Далее чередую 2 столбика в следующее отверстие, 1, 2, 1. Так я провязываю до угла. На уголок провязываем 4 столбика. Далее опять чередуем 1, 2, 1, 2. Довязываем до конца. Уголок на этой стороне формирую точно так же. Провязываю первый столбик и переключаюсь на закругление, провязывая здесь еще 2. Таким образом я провяжу всего 3 столбика в одну точку. Вытягиваю максимально рабочую петлю и протягиваю через заготовку. Затягиваю, тяну за рабочую нить, и эта петелька затягивается. Теперь этот уголок необходимо присоединить к основной части. Располагаем эту заготовку лицевой стороной и в этой области провязываем соединительные столбики так же, как и в этом случае. Для начала находим точку, откуда вытянем рабочую петлю. Здесь у меня провязано в одну точку 3 столбика, в центральный, то есть второй, за верхнюю петлю вводим крючок. Захватываем рабочую нить и вытягиваем. Получили рабочую петлю. Располагаем эту заготовку вот таким образом, переворачиваем. И на этой стороне необходимо найти 4 столбика, где мы провязывали в одну точку. Под второй с этой стороны ввожу крючок. Также за верхнюю петельку, состоящую из 2 ниточек. Захватываю рабочую петлю на треугольной заготовке и протягиваю. Теперь необходимо за вот эти петли также провязывать соединительные столбики, как и в боковой части. Для того, чтобы получить в этой области четкий и ровный уголок, необходимо состыковать все детали. Когда вы переходите с одной прямоугольной заготовки на другую, перемещаю крючок, ввожу уже с этой детали петлю, а на треугольной стороне мне необходимо в этой области пропустить пару петелек. И под третью ввела крючок. Теперь уже захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик. Таким образом я выполнила переход на эту сторону. Очень важно перепроверить, чтобы на
прямоугольной заготовки в этой области и на треугольной заготовке количество петель совпадало между собой. Далее двигаюсь без изменений до конца этого ряда. Ряд завершен, обрезаем ниточку, вытягиваем ее и прячем в полотно. Первый треугольник готов. Теперь необходимо зафиксировать второй. Обвязываем по такому же принципу, как и первый, также присоединяя его к корпусу данной заготовки. Я вас поздравляю, подставка для пряжи полностью готова, она очень устойчива. Остается лишь установить шпажку и моточек, но затем использовать по назначению. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. Оцените данное видео, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали. У меня для вас еще очень много интересных идей. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!